Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Добро пожаловать в миниатюрное островное государство в Персидском заливе. Королевство Бахрейн. И мы вам покажем самые красивые достопримечательности столицы Бахрейна Манама. Наш отель называется Fraser Suites Сих Бахрейн. Это апарт-отель. И вот я даже стою и не могу его снять во всю величину, потому что он очень высокий. На улице сейчас жара. Мы добирались до Бахрейна из Москвы с пересадкой в Кувейте. И вы знаете, мы летели в общей сложности вместе с нашей пересадкой больше 13 часов. И сейчас добрались и заселимся в наш уютный номер. Проходим главный вход. Сразу же выбегает открывать дверь. Thank you. Мы проходим на ресепшн. Здесь сразу же прохлада. Большая красивая люстра. Услужливые менеджеры. Заселили нас буквально за несколько минут. Здесь везде пахнет живыми цветами. И здесь еще на ресепшене есть интересный уголок, который Али сразу приметил. Конечно же, приметил. Тамара, иди сюда скорее. Вот это вот замечательный чайник, это источник арабского кофе. Обратите внимание, я не знаю, будет это видно на камеру или нет, арабский кофе, он вот такого цвета медового, он не черный и по консистенции больше напоминает чай. Но когда делаешь глоток, ты понимаешь, что это не чай, потому что он очень насыщенный, наполнен специями, кардамоном, вот этим тмином, всем на свете. Великолепно, но это еще не все. Главная сокровищница, вот она здесь. Вот обратите внимание, это шкатулочка, ее вот так вот открываем, и здесь вот чудо, это финики. Вот я уже заприметил вот эти вот, которые блестят, они не просто, вкусны, как любые финики, которые, значит, здесь эти края ходятся. Там еще внутри, это карамелизованный финик, а внутри, не подумайте, что фисташка. Оторваться невозможно. Надеемся, что скоро этот сундучок пополнится, и мы тоже сможем попробовать эту вкусняшку. Кстати, мы еще здесь открыли одну секретную комнату, точнее коридор, по которому можно вот так пройти прямо, завернуть направо, и вы окажетесь в большом торговом центре абсолютно без туристов. Иногда можно встретить местных жителей, которые здесь осуществляют покупки, но все равно, посмотрите, торговый центр немноголюдный. Здесь же находится большой супермаркет. Можно купить все для приготовления еды к себе в номер. И вот здесь вот видно, что наш отель Fraser Suites. В торговом центре очень много фирменных магазинов, поэтому здесь можно провести еще и несколько часов. А как говорит Али, можно вообще никуда не уходить ни из торгового центра, ни из нашего отеля. Потому что на улице очень жарко. Возвращаемся в наш отель, и я вам покажу, какие здесь есть еще активности. Сейчас мы пришли на 7-й этаж. Нам подсказали, что здесь находится бассейн, спортивный зал. Есть также спа-комната. Так. Вот и бассейн. О, какая жаришка. Можно прийти сюда в дневное время, позагорать, искупаться. Вечерние, правда, тоже можно, но просто вы будете в тени, а по факту здесь жарко, что в тенечке, что на солнышке. Температура сейчас достигает 40 градусов и очень сухой воздух. Также есть детский бассейн небольшой.
водопадик. Еще, конечно же, здесь открывается потрясающий вид на город. Общая территория очень красивая. Здесь у нас большой водопад. И сейчас пойдем в спа-центр. Посмотрим на стоимость массажа. Здесь также проводят еще ретрит женский. Так. Здесь есть сауна. Hello. Так, сейчас вроде никого нет. Здесь есть закрытый бассейн женский. Также здесь можно принять душ. Так выглядит сама сауна. Можно пользоваться ей в дневное и вечернее время и греться минут 10. Также помимо сауны здесь есть тренажерный зал. Надеюсь, что сейчас там никого нет, но, к сожалению, есть, поэтому видео я вам покажу за стеклом, потому что здесь запрещена видеосъемка, когда кто-то есть из людей. Как видите, территория очень просторная, можно и купаться, и отдыхать в сауне, и заниматься спортом. Ну а теперь давайте я покажу вам нашу квартиру. Пойдем в нашу комнату. Точнее, я бы даже сказала, что это апартаменты. Сразу же видим большую гостиную с обеденным столом. Здесь также есть уголок отдыха с большим диваном, люстрами красивыми. Интересная картина дополняет интерьер. Помимо того, что здесь есть телевизор, также присутствует большой рабочий стол, где можно расположиться с ноутбуком и работать. Причем, ребята, хочу отметить, что это не просто гостиная, а кухня. Кухня-гостиная со всей необходимой техникой, посудой. Вот, посмотрите, у нас здесь встроенный холодильник. Также нам каждый день приносят водичку по 2 бутылочки. Есть микроволновая печь, в которой можно приготовить даже гриль. Здесь у нас стиральная машинка. Еще 2 бутылочки питьевой воды. Также в шкафчиках можно обнаружить всю необходимую посуду для того, чтобы готовить. Кастрюли, сковородки, дуршлаг. Помимо этого у нас есть тостер, чайник. Заглянем в эти полочки. Здесь у нас посуда, тарелки, кружки. Также есть вытяжка, небольшая плитка. И в этом шкафчике у нас также очень много посуды. Также нам предоставили моющее средство, поэтому можно посуду потом помыть самостоятельно. Пройдем в нашу спальную комнату. У нас гигантская кровать с очень качественным матрасом. Вот, прямо видно, что будет очень комфортно спать. Тоже необычные картины повсюду, очень красивые стены в зеленом оттенке. В нашей комнате спальни также есть телевизор, удобное кресло, журнальный столик, удобное большое зеркало во весь рост. Здесь у нас рабочий стол, очень много шкафчиков, в которых также есть необходимая бытовая техника. Вот, например, у нас здесь гладильная доска, утюг. Есть также сейф. Хотя Бахрейн безопасная страна, но все-таки свои вещи лучше хранить в сейфе, свои ценные вещи. Также есть тумбочки с многочисленными полочками. В другом шкафчике у нас большое количество вешалок. Можно развесить все свои вещи. Пройдем теперь в ванную комнату. У нас 2 раковины. Интересно, что они делают здесь все раздельно. Также есть мыло для рук, подготовили
шампунь, кондиционер, гель для душа и масло для тела, лосьон для тела. Также есть шапочка для душа, зубная щетка, фен, тоже огромное зеркало просто во всю стену. Ну и здесь нас ожидает комфортная ванная. Либо для тех, кому неудобно мыться в ванной, есть тропический душ и обычная лейка. Сейчас я вам покажу вторую спальню. Ее занял наш друг Али. И если бы он даже путешествовал с кем-то, то можно было бы занять эту комнату вдвоем. Здесь 2 односпальные кровати. Также есть бра, рабочий стол, зеркало во весь рост. Комната тоже очень стильная, украшенная картинами. Вечером можно прийти, отдыхать, смотреть телевизор. Также в этой комнате есть большой шкаф. Здесь тумбочка. Так, а здесь у нас вешалки. Гладильной доски, как у нас, нет, но, собственно, одной нам хватит на троих. У этой спальни также есть собственный санузел. Здесь одна раковина. Тоже есть различные баночки с шампунем, кондиционером, салфетки, фен, большое зеркало. Также здесь есть, ну, понятное дело, унитаз. И помимо этого есть еще душевая комната с тропическим душем и обычной лейкой. Мы приехали в Бахрейн на несколько дней и сегодня отправляемся на полноценную экскурсию. Узнаем, чем знаменита столица Бахрейна, город Манама. В Бахрейне очень серьезная жара, поэтому таким легко обгорающим, хотя казалось бы, людям, как я, нужно хорошенечко обмазаться солнцезащитным кремом, иначе буквально после 30-минутной прогулки будешь как не знаю что. Летом действительно в Бахрейне очень жарко, примерно плюс 36, сейчас в тени. Сейчас у нас конец апреля, здесь только прохлада наступает в зимний период, декабрь, январь. Сейчас за нами приехал водитель на комфортабельном авто, и мы отправляемся в экскурсию, в которой посмотрим основные достопримечательности столицы. За нами приехал владелец компании, с которой мы отправились в это путешествие. Компания называется Air Home Travels. И первая наша точка, которую мы посетим, находится за пределами центра Манамы, столицы Бахрейна. Это будет верблюжья ферма. Одна из самых больших верблюжьих ферм, которые ныне существуют. Здесь около 500 верблюдов на этой ферме. И их можно не только посмотреть, но даже погладить. Как нам рассказал наш сегодняшний гид, он же владелец компании, с которой мы путешествуем, именно на этой ферме около 250 верблюдов. Но есть еще одна ферма, на которой этих верблюдов около 300. Но там нельзя подойти к ним поближе, их потрогать, погладить. А здесь это сделать возможно. Только что мы видели отдельный загон, где верблюда девочки. А сейчас мы идем посмотреть на верблюдов мальчиков.
чешу. Ну, когда вы трогаете верблюда, главное быть аккуратным, потому что сами знаете, что он может вас плюнуть. Дерзко плюнуть. Но эти верблюды выглядят достаточно дружелюбными. Здесь как раз верблюды-мальчики. Сейчас мы видим еще один небольшой загон с верблюдами. И здесь видим маленьких верблюдиков. То есть, видимо, мама, папа и 2 сыночка. Вот этому верблюдику 3 недели, а вот этому месяц. Хотя выглядят они уже внушительного размера. Гуляли по верблюжьей ферме мы порядка 15 минут. На самом деле дольше находиться на палящем солнце достаточно тяжело. Я вам вначале сказал, что 36 градусов, но это было в тени. На солнце все 44. Поэтому первая остановка у нас небольшая прогулка. Дальше мы будем гулять чуть больше. Как нам сказал гид, что солнце после часа дня, а наша как раз экскурсия началась в час дня, солнце уже потихоньку садится и будет не такое палящее солнце. Первая точка, которую мы посетили, верблюжья ферма, располагается немного за городом. И она была выбрана не случайно первым пунктом нашего следования, потому что, как рассказал наш сопровождающий, офисные работники в столице Бахрейна, в городе Манама, работают с 7 утра до 2 часов дня. А поскольку наша экскурсия как раз началась примерно в час полвторого, то мы предпочли сначала поехать за город, а потом уже вернуться, чтобы не попасть в трафик автомобильный. А сейчас мы приехали к одной из самых больших мечетей в мире. Она способна вместить в себя более 7 тысяч верующих. Называется эта мечеть Аль-Фатих. Она была построена в 1988 году и названа так в честь завоевателя Бахрейна Ахмеда Аль-Фатиха. На территории мечети также есть библиотека, в которой хранится более 7 тысяч книг по исламу. Для того, чтобы зайти в мечеть, необходимо предварительно девушкам надеть длинное платье, которое называется абая. Вот здесь их большое количество. И также нужно надеть платок. И вот только после этого можно будет войти в мечеть. Чтобы пройти внутрь, помимо того, что нужно девушкам надевать национальную одежду, которая называется абая, нужно также, естественно, снимать обувь при входе в мечеть. Каждая из деталей этой мечети из разных частей света. Допустим, этот ковер, он из Лондона. Вот эти вот люстры, они из Франции. Соответственно, мрамор итальянский. А все дерево, которое здесь есть, это дерево, привезенное из Индии, но обработано местными мастерами из Бахрейна. Мечеть, конечно, поражает своими размерами. Интерьер украшен сложной каллиграфией, а также огромным количеством люстр. Совсем недалеко от главной мечети города располагается Национальный музей Бахрейна. Это старейший и самый престижный музей страны. На территории музея есть большое количество различных экспозиций, которые посвящены той или иной тематике. В музей мы с вами еще вернемся, а сейчас у нас будет небольшая речная прогулка на катере.
Наша водная прогулка была небольшой, 15-20 минут. Вообще стоит упомянуть, что королевство Бахрейн состоит из архипелага, который в себя включает 33 острова. Сейчас мы находимся на территории перед музеем. Здесь есть несколько инсталляций. Одна из них посвящена древней профессии, которая была в Бахрейне. Это ловец жемчуга. Мы можем видеть, как профессиональный ловец жемчуга ныряет вниз и достает эти раковины. Теперь у нас есть немного времени, чтобы прогуляться по музею и посмотреть на его различные экспозиции. Сейчас мы находимся в зале, который посвящен цивилизации Дель-Мун. Так раньше назывался Бахрейн. И здесь представлены артефакты, такие как керамика, различные инструменты, которые подчеркивают роль Дель-Муна как крупного торгового центра в регионе. Сейчас мы находимся в зале обычаев и традиций. Здесь красивые инсталляции, обычаи местных жителей. Сейчас мы проезжаем Всемирный торговый центр. Это оригинальное сооружение в виде двух громадных парусов. Между собой эти башни соединены 3 переходами, а общая высота небоскребов достигает 240 метров. Сейчас мы припарковались недалеко от старого базара, который располагается в столице Бахрейна и называется Манама Сук. Сук в переводе с арабского означает базар. А мы также проходим еще главные ворота города, который называется Баб-аль-Бахрейн. На местном базаре можно встретить множество различных магазинов с традиционными сувенирами. Также здесь можно увидеть бахрейнский жемчуг, золото, различные украшения, а также традиционную одежду. Множество специй, фруктов, орехов. В каждой сувенирной лавке можно оплатить по карте и, конечно же, торгуйтесь. Сейчас мы взяли 2 магнита за 3,5 динара. Здесь множество палаток с ювелирными украшениями, в основном из золота, но что удивительно, здесь можно встретить различные поделки на бренды. Вот, например, кольцо Ван Клифф. Но есть и оригинальные. Вначале, когда мы зашли на рынок, ко мне подбежал один продавец и говорит: заходите ко мне, смотрите, какие у меня здесь сумочки. У меня есть и качественные поделки и на Луи Виттон, и на Диор, и на другие известные бренды. Поэтому здесь этого не скрывают, и можно спокойно купить реплику. А сам рынок разделен на 2 части. На новую, по которой мы гуляли до этого, где только пешеходы могут гулять, и на старую часть города. Рынок под открытым небом, где проезжают автомобили, и пешеходы гуляют по тротуару. Но рынком мы не сильно впечатлились. Так как был он не очень колоритный, там много товаров подделок и товаров из других стран. Да, поэтому едем дальше осматривать стены старого форта.
Следующая наша остановка – это Калат Аль-Бахрейн или Форт Бахрейна. Форт Бахрейн располагается на северном берегу острова Бахрейн. В 2005 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А вообще он строился с 2300 года до нашей эры до 18 века. И последний раз он был отстроен португальцами в 16 веке. Сам по себе форт представляет собой искусственный холм, на котором ведутся археологические раскопки. За сегодняшний день мы очень благодарны владельцу компании, с которой мы путешествуем, а также нашему сопровождающему. Его зовут Хаши. Спасибо. Thank you so much for this day. It was a pleasure to meet all of you. Thank you so much. It was really big experience to see all Bahrain. Thank you so much. It was a pleasure, and if you're visiting again or any of your friends, I'll be more than happy to host all of you. Thank you. Right? Thank you. You're Thank you. welcome. Все, ребята, обязательно чекаем под этим видео название компании, приезжаем в Бахрейн и обращаемся. На следующий день после экскурсии мы приехали в следующий отель, который называется Fraser Suites Al-Yivan. Это та же самая сеть. Они предоставляют не просто комнаты, а целые апартаменты с удобной техникой, где можно готовить, отдыхать и оставаться не только на краткосрочное время, но и на длительный отдых. Архитектура отеля выполнена в арабском стиле. Здесь все очень модно, стильно, красиво. Давайте пройдем внутрь. Какие здесь высокие потолки. Приятно пахнет свежими цветами. Вы знаете, здесь еще очень приятные запахи парфюма, как будто бы такой выпечки. На ресепшене нас встретили, быстро зарегистрировали. Очень много интересных деталей дизайна. Различные вазы, маленькие скульптуры лошадок, большие книги. Также на ресепшене есть своя кофейня, которая называется Навета. Здесь можно заказать себе вкусненький кофе, сесть за столик и смотреть на происходящее вокруг в этом немноголюдном райончике. Представляете, как на улице жарко и как приятно внутри этого отеля. Совсем забыла показать вам приятный бонус от этого отеля. Здесь можно попить местный кофе и также насладиться вкусными финиками. Здесь также есть большое количество столиков, диванчиков, красивые картины украшают это место. Я уточнила, есть ли в отеле бассейн, тренажерный зал, и мне сказали, что такая возможность существует, но это не в самом здании. Мне предоставили трансфер, и сейчас мы едем в спортивный клуб, где есть бассейн, тренажерный зал, и мне выписали еще ваучер на проход.
здесь вот мы видим, что есть еще дополнительный первый этаж, на который можно подняться. И там будет женский спортзал. Дошла и здесь до тренажерного зала, но там практически нет места, потому что там женщины, а их вообще нельзя снимать, поэтому знаете, что здесь есть аж 2 тренажерных зала, отдельно для женщин и есть общий. Поэтому выбирать только вам, но спортивный клуб просто шикарный. Сейчас я вернулась в отель и покажу вам нашу комнату, точнее огромные апартаменты. Давайте пройдем в наши новые апартаменты. Они такие же просторные, как и прошлые, но эта сеть, она более новая. Здесь мы видим большой шкафчик. Здесь у нас стиральная машинка. Здесь также можно оставить свои вещи. Причем шкаф рассчитан на большое количество людей, на большую семью. Здесь у нас гостиная комната. Есть плазменный телевизор Samsung новой модели, уютный диванчик. Помимо дивана также есть кожаное кресло, журнальный столик. Комната выглядит очень современной и новой. Такое ощущение, словно совсем недавно здесь закончили ремонт. Причем это не просто гостиная, а кухня-гостиная. Здесь у нас обеденный стол. Когда мы только заехали в номер, увидели, что нас здесь ждет небольшой подарочек в виде фруктов в тарелке. Есть и виноград, и банан, и яблочки. Ну, давайте посмотрим кухню. Здесь у нас барная стойка, есть 3 кресла. Также у нас есть кофемашинка, капсулы к ней, чай, кофе, сахар, водичка. Кухня тоже очень удобная. Есть вся необходимая посуда, микроволновая печь, духовка, плита, тостер, чайник. Помимо этого в этой комнате есть еще большой балкон. Его вход прячется за этой шторкой. Открываем. И здесь сразу, знаете, жаришка. Большое пространство. Это скорее даже не сколько балкон, а терраса. И здесь открывается вид на большое количество магазинов, кафешек. Здесь также можно погулять. Также в гостиной есть туалет. Включаем свет и проходим. Раковина, зеркало и унитаз. У нас 2 спальни. Проходим в первую. Здесь есть душевая комната, новенькая раковина, большое зеркало. Также здесь есть душ. Кстати, в каждом ванной комнате есть шампунь, кондиционер, гель для душа. Ну и, конечно же, есть унитаз. Теперь давайте пройдем в саму комнату. Она очень комфортная. Здесь большая двухспальная кровать. Причем посмотрите, какой матрас, какой он толщины, очень качественный. Также в этой комнате есть рабочий столик, телевизор, кожаное кресло. Открывается вид из окна снова на эти магазинчики. Конечно же, для удобства здесь тоже есть большое количество шкафчиков, полочек, вешалки. Здесь Али уже ставил свой чемодан, поэтому можно все разместить, даже если вы приезжаете сюда не только на неделю, но и на месяц. Точно все поместится. Ой, вы знаете, я обожаю вот такие вот зеркала, которые словно висят на кожаном ремешке. Но здесь это зеркало прям очень большое. Пройдем теперь в нашу спальню. Она чуть-чуть побольше. Также зеркало на кожаном ремешке. Комнаты похожи друг на друга, только здесь
Кровать уже такого королевского размерчика. Есть прикроватные тумбочки, красивые бра. Один в виде у нас грибочка, второй такой, знаете, более в офисном стиле. Тоже видим картины красивые с местного рынка. Также у нас есть телевизор, кожаное кресло. И что здесь удобно, здесь также помимо розеток, которые подходят под любые стандарты, есть еще и USB разъемы. Вид открывается на магазинчики. Теперь проходим в гардеробную. Здесь отдельное пространство для того, чтобы расположить багаж. Очень много полок. Есть сейф, где можно спрятать все ценные вещи и хранить их в безопасности. И также здесь есть сушилка, гладильная доска и утюг. Ну а душевая комната действительно похожа на прошлую. Также зеркало, раковина, очень много различных шампуней, шапочки для душа, зубные щетки. Чистые полотенчики, конечно же, есть в каждой комнате. Но отличие нашей ванной комнаты, что здесь действительно есть еще и ванная. Вот такие вот у нас удобные апартаменты, поэтому только вам выбирать. Вы можете так же, как и мы, пожить сначала в одном районе, потом в другом. Во второй половине дня можно было поехать на один из пляжей Бахрейна. Здесь есть как и муниципальные, также и частные пляжи за отдельную плату. Но мы выбрали отдохнуть возле бассейна, поэтому втроем приехали на трансфере буквально 3-4 минуты, и мы оказались на очень красивой территории с бассейном. Здесь также есть футбольное поле, тренажерный зал, все удобства, то есть душ, раздевалки, переодевалки, все что угодно. Провели в бассейне несколько часов, спаслись от жары. Иногда интересно лежать на лежаке и наблюдать за тем, как сюда приходят участники этого клуба. Взрослые со своими детьми, кто-то профессионально занимается плаванием, кто-то просто купается, охлаждается в этой водичке. Ну и бассейн, надо сказать, очень качественный и разной глубины. Максимальная глубина даже больше 2 метров, я даже не достаю до его дна. А еще касательно отеля, в котором мы проживаем, он имеет интересное расположение. Он расположен рядом с мостом, который соединяет государство Бахрейн и Саудовскую Аравию. Это 26-километровый мост, по которому можно достаточно просто добраться до Саудовской Аравии. Сейчас виза туда стоит порядка $106, поэтому если вы планируете посетить эти два государства сразу, то милости просим в отель, в котором мы проживаем. В Бахрейне мы провели несколько дней, но если вы закладываете свое путешествие на осмотр основных достопримечательностей, здесь будет достаточно 1-2 дней. Особенно если вы посещаете достопримечательности в составе экскурсий, как это сделали вчера мы. Можно также эти места посмотреть самим, проехаться на общественном транспорте. Здесь он хорошо развит, в частности, автобусы с кондиционером. Но проще в такую жару, естественно, передвигаться на автомобиле и со знающим человеком, со знающим гидом. Ну а если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Это лишь первая страна, первая арабская страна Персидского залива, которую мы посетили в этом путешествии. Дальше и будет интересно, друзья. Не переключайтесь. Всем до встречи. Всем пока.